На Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин сосредоточился на внешнеполитических вопросах. Именно этого ждут от нашего лидера зарубежные гости. Что будет с регионами, как наладить отношения с Западом и избежать ядерного конфликта? Какое видение у Москвы по поводу ближневосточного кризиса? Даже экономические темы касались в основном международной повестки, интеграции в рамках БРИКС, ЕАЭС и других союзов. Но главным для многих оказалось заявление Путина, касающееся внутренней политики, а именно вопроса замещающей миграции. Разберем все подробности в нашем сегодняшнем выпуске. Просьба подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Итак, продолжим. Президент России отметил отсутствие осознанной миграционной политики. С начала 2000-х годов у нас не было стратегии по привлечению нужных специалистов в необходимом количестве. Это привело к нездоровым псевдорыночным условиям на рынке труда. Мы принимаем миллионы мигрантов из Средней Азии, позволяя им въезжать в страну и устраиваться на работу без гарантии их возвращения домой и соблюдения ими режима пребывания. Патентная система неэффективна. В 2022 году более 10 миллионов граждан Армении, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана указали целью визита работу, тогда как патенты получили всего чуть более 2,5 миллионов человек. Возникает вопрос, каков статус остальных 8 с лишним миллионов гостей и чем они занимаются? Путин напомнил, что в 2016 году функции Федеральной миграционной службы были переданы в ведение Министерства внутренних дел. Получается ли там эффективная работа или нет? Большой вопрос, подчеркнул президент. Это лишь мягко сказано. МВД выполняет исключительно регулирующую функцию и не может определить, сколько специалистов действительно необходимо различным секторам национальной экономики. Число целевого набора должно определяться правительством, а также прорабатываться механизмы организации такого набора. Либералы утверждают, что это нарушает законы рынка, хотя на самом деле оно упорядочивает рынок труда. По словам Владимира Путина, России нужны не просто трудовые мигранты, а люди с определенной квалификацией, знанием языка, традиций и законов. Вот как он ответил на вопрос Караганова. Но, разумеется, вы правы в том, что нам нужны не просто трудовые мигранты, а люди определенной квалификации и определенной подготовки, со знанием языка, со знанием наших традиций и так далее. Это, кстати говоря, понимают и наши коллеги, мои коллеги из стран, откуда у нас основное количество мигрантов приезжает. Мы договариваемся о том, как вместе эту работу наладить, как готовить их с точки зрения знания русского языка, наших традиций и культуры, наших законов, с тем, чтобы и этим людям, которые приезжают, было комфортно здесь, и самое главное, местным гражданам не создавать никаких проблем ни на рынке труда, ни в быту. Потому что мигранты же где в основном скапливаются? Там, где идет активная экономическая жизнь. А это где? Москва, Подмосковье, в Петербурге, в некоторых городах Сибири, где уровень зарплаты приличный. Конечно, нам очень многое нужно по этому направлению сделать, полностью согласен, заключил президент. Таким образом, Владимир Путин акцентирует внимание на необходимости повышения производительности труда вместо неконтролируемого ввоза неквалифицированной рабочей силы. Кто в здравом уме будет возражать против найма военных инженеров из Узбекистана для российских оборонных предприятий или привлечения молодых талантов из вузов Средней Азии, отечественные научно-исследовательские институты? Конечно, такие шаги только приветствуются. Проблему вызывает импорт рабочей силы, без которой можно обойтись. Многие чиновники, слабо разбирающиеся в миграционной тематике, стараются обесценить проблему. Они представляют любой межэтнический конфликт как бытовой, а террористический акт или экстремистское проявление как происки внешних сил. Безусловно, внешние влияния имеют место быть, но это не отменяет наличие внутренних деструктивных явлений. Антикризисное управление зачастую оставляет желать лучшего. При возникновении резонансного события бюрократы начинают рассказывать дружбонародные истории, устраивать фестивали плова и проводить уроки толерантности. И вот с самого верха следует громкий призыв вернуться к вопросу миграционной политики и как можно быстрее. Нельзя делать вид, что проблемы не существует, она есть, требует президент. Владимир Путин серьезно прошелся по неэффективной системе контроля за мигрантами. Проблема с приезжими может быть решена только при правильной их интеграции в российское общество и бесперебойной работе контролирующих органов. А не так, как сейчас, погрязнув в бюрократии и взяточничестве, резюмировал президент. Фактически, президент выдвинул те же требования, о которых в последние годы говорят государственники. Необходимо полностью остановить бесконтрольный приток мигрантов из Средней Азии и Закавказья,
привлекая трудовые ресурсы исключительно по целевому набору и согласовывая количество принимаемых с правительством для конкретных сфер деятельности. Нужно ограничивать въезд тех, кто не готов интегрироваться в российское общество, плохо владеет русским языком и не осознает, что они приехали в другую страну. К этим предложениям можно добавить еще два важных пункта. Во-первых, необходимо полностью прекратить выдачу паспортов выходцам из бывших южных республик, за исключением соотечественников, представителей коренных народов, не имеющих своего национального государства за пределами России, за исключением малоросов и белорусов, как части триединого русского народа. Во-вторых, необходимо ввести полную ответственность работодателя за привлекаемых, незаменимых иностранных специалистов. Если работодатель решил нанять такого специалиста, то он должен обеспечить его жильем, медицинской страховкой, обратными билетами и нести ответственность за правонарушения и штрафы. Реализовав несколько предложенных мер, мы сможем быстро и эффективно нормализовать ситуацию в миграционной сфере. Следует отметить, что существующий законопроект по ужесточению миграционной политики уже одобрен правительством и направлен в Госдуму. Теперь пришло время депутатам оперативно принять его, а не откладывать до осенней сессии. Необходимо продолжать ужесточать миграционную политику и увеличивать правоприменительную практику по недопуску мигрантов в Россию, их выдворению и лишению гражданства нарушителей. Внимание требуют также диаспоры и этнические анклавы, которые уже начали формироваться в Подмосковье, на Урале и в Сибири. Эти явления не должны существовать в нашей стране. Вот как пользователи социальных сетей комментируют эту тему. Кто-то там наверху решил, что мигранты могут интегрироваться и соблюдать наши законы. Однако практика показывает, что даже дети мигрантов или бывших мигрантов, родившиеся и выросшие здесь, в России, не стремятся интересоваться и менять свой этнический и социальный менталитет, так как воспитываются в рамках культурных традиций своих родителей и предков, считает Людмила. Откуда вообще появилась такая опция, как выдача паспортов приезжим и предоставление им социальных льгот? Полный абсурд. Выдавать паспорта следует только тем категориям, что указаны, а также за особые заслуги или после службы. Медицинское обслуживание пусть оплачивают через страховые полисы, предлагает Евгений. На дворе 24-й год. Мы со Средней Азией давно стали отдельными государствами, а не союзными республиками. Как оттуда могут прибывать специалисты с хорошим знанием русского языка, законов и традиций России? Конечно же, никак. Им просто нужна дешевая рабочая сила, ведь трудоустройство местных россиян требует соблюдения трудового законодательства, налоговых отчислений, социального пакета и достойной зарплаты, пишет Владимир. Петр Толстой предлагал запретить въезд мигрантов с семьями. Члены семьи должны оставаться на родине и ждать возвращения работника после окончания контракта. В некоторых арабских странах именно так и организовано. Это снимает с нашего бюджета ненужные расходы на материнский капитал, медицину, образование и борьбу с подростковой преступностью, отмечает Надежда. В целом, среди пользователей много разочарованных комментариев, что свидетельствует о недоверии к возможным позитивным изменениям. Многие уверены, что текущая миграция не является трудовой, а скорее замещающей коренное население России, поскольку мигранты переселяются вместе со своими семьями. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!